Глава 243. Селянь убрал бусину и посмотрел вниз. Из убогого палаточного дворца вышли еще несколько небесных чиновников, которые полюбопытствовали, что случилось, генерал Наньян, и услышали в ответ возглас Фэн Синя: «Поглядите-ка, что я поймал!» Пробившись сквозь заросли горного леса, он взбежал на гору, ведя за собой человека в черном одеянии. Остальные потрясенно воскликнули: «Лин Вэнь, Фэн Синь действительно поймал Лин Вэнь!» «Как ты и предполагал», — сказал он Селяню, — она явилась за божеством парчевых одежд. Без проклятой канги магические силы Селяня возросли до уровня, не уступающего уровню Цзюньу, и божество парчевых одежд больше не могло подчинить его себе. Лин Вэнь, которую Хуачен превратил в неваляшку, потерялась во время последней битвы, а со временем магическая печать рассеялась сама по себе, и небожительница пропала из виду. Но принц догадался, что Лин Вэнь наверняка захочет забрать божество парчевых одежд, поэтому снял его с себя и попросил обитателей призрачного города распустить слух об этом. Как и ожидалось, Лин Вэнь попалась на крючок. Будучи преступницей в бегах, Лин Вэнь, впрочем, не выказала и тени беспокойства, даже когда ее конвоировали к временному дворцу собраний. Пэймин тут же подошел и, надавив ей на плечо, заставил сесть за стол, после чего суровым тоном произнес: «Ну, наконец-то мы тебя нашли. Лин Вэнь, ты должна заплатить за содеянное». Около 2 десятков небесных чиновников тоже окружили стол, при этом их взгляды сделались почти звериными, а выражения лиц голодными, даже свирепыми. Лин Вэнь, наконец, смутно заподозрив неладное, произнесла: «Что вы задумали?» Бух, на стол перед ней с глухим стуком упала стопка свитков высотой почти с человеческий рост, так что стол содрогнулся вместе со стулом. Пэймин, хлопнув рукой по этой стопке, заявил: «Тебе придется заняться вот этим». Лин Вэнь, кажется, вздохнула с облегчением, при этом чувствуя, что не может подобрать нужных слов. Однако выдохнуть до конца так и не успела, следом послышалось бух-бух-бух-бух-бух-бух. После пары десятков подобных звуков вокруг нее высилось столько же стопок официальных бумаг, которые просто окружили Лин Вэнь плотной стеной. Через просветы в лесу из свитков чиновники наперебой заговорили с ней: «Мы тебя так долго ждали. Скорее, помоги нам все пересчитать, и вот это тоже проверь. Не забудь восполнить все упущенное. И лучше всего убраться со всей этой горой за 2 часа». Прошел целый день и ночь, прежде чем Лин Вэнь наконец выпустили из временного дворца собраний. После продлившейся сутки яростной битвы с горой свитков все записи были разобраны и четко распределены по категориям. Другие небожители вне себя от радости расхватали свитки, относящиеся к их дворцам, чтобы присмотреть вновь, а Лин Вэнь осталась с помрачневшим лицом и вновь вернувшимися после долгого отсутствия темными кругами под глазами. Закончив проверку своих свитков, счастливые небесные чиновники наперебой заголосили: «Как я и думал, у дрожайшей Цзэ эта работа получается намного лучше. Теперь все сходится, расчеты верны. Вот уж поистине премного благодарны вам, ваше превосходительство, Лин Вэнь». По-прежнему оставаясь преступницей, Лин Вэнь в окружении множества небесных чиновников сухо посмеялась: что вы, я не заслужила такого внимания». Видя подобный исход событий, божества, не успевшие вчера подсунуть для проверки свои свитки, а сегодня по-прежнему не сумевшие в них разобраться, тоже окружили Лин Вэнь. Как бы это сказать, в общем, у нас тоже скопились кое-какие дела, которые мы забыли вчера принести вам. Быть может, взгляните на них тоже. Селянь, который сидел на корточках снаружи дворца собраний и поедал маньтоу, управившись с булочкой, охлопал ладони, затем, наконец, спас Лин Вэнь от постигшего ее бедствия. «Господа, отложите свои подсчеты на потом, дайте Лин Вэнь отдышаться немного». Раньше слова принца никто не воспринял бы всерьез, но теперь все изменилось. Сразу несколько небожителей ответили, не смея перечить: «Его высочество совершенно прав». Лин Вэнь, усевшись на стул, сомкнула веки и прикрыла лоб рукой. Только когда все небесные чиновники вышли, а в зале собраний почти никого не осталось, она обратилась к Селяню: «Поздравляю, ваше высочество, к вам вернулось то, что принадлежит вам по праву». Отличный был план, вот уж не думала, что теперь даже демоны стали вашими последователями и слушаются ваших приказов.
Они вовсе не последователи, а друзья из призрачного города. Я просто попросил их о помощи. Лин Вэнь с пониманием кивнула. Селянь же спросил ее: «Лин Вэнь, у меня к тебе есть вопрос». «Так задайте же его, ваше высочество». Сань Лан. Я имею в виду градоначальника Хуа. Он однажды надел божество парчевых одежд, но твари не удалось пленить его. Ты знаешь, почему так вышло? Ах, вы об этом. Я думала, ваше высочество давным-давно догадались сами. Селянь на мгновение застыл. Хотелось бы узнать подробности. Линь Вэнь чинно оправила полы одеяния, села ровно и начала. Известна ли вашему высочеству легенда о божестве парчевых одежд? Известно. Ты лично его создала. Можно и так выразиться. Пусть я и не предполагала, что собранная в этой вещи затаённая злоба превратит его в темное существо, но я действительно убила Байцзиня, чтобы ускорить падение государства Сюйли. Это правда. Принц внимательно слушал, а Лин Вэнь продолжала. Это одеяние, переходя из рук в руки в мире людей, побывало у бесчетного множества человек, которые, заполучив божество парчевых одежд, избирали путь убийства, вредительства и обмана других с его помощью. И хотя это все тоже ослабляло затаённую злобу Байцзиня, тем не менее, он был совсем не таким человеком. Ему не нравилось, что его используют в подобных целях, ему это претило. Поэтому, оказавшись на теле человека, чьи взгляды схожи с его собственными, при этом встретив особенного дарителя, он не давал выход своей злобе, напротив, это приносило ему радость. Что означают схожие взгляды и особенный даритель? Вы велели собирателю цветов под кровавым дождем надеть божество парчевых одежд, но при этом не испытывали к нему неприязни или желания навредить, только полное и безоговорочное доверие. Ну а собиратель цветов под кровавым дождем, в свою очередь, то же самое чувствовал и к вам. Нет, скажу больше. То, что по-настоящему заставило Байцзиня ощутить схожесть между ними, это тот факт, что даже без божества парчевых одежд собиратель цветов под кровавым дождем готов без колебаний совершить ради вас все, что вы прикажете. Даже умереть за вас. Именно поэтому я тогда догадалась, что юноша рядом с вами и есть собиратель цветов под кровавым дождем. Пускай мне не до конца известно, что между вами происходит, но я даже не предполагаю, кто еще это мог быть. Почему Лин Вэнь указала на принца рукой? Ваше высочество, а что это висит у вас на шее? Селянь застыл. Его рука сама потянулась прикрыть место, на которое указывала Лин Вэнь. Мне доводилось видеть подобную вещицу, продолжила она. Это прах, который демон дарит своему возлюбленному, рискуя всем. Невозможно сосчитать то количество свитков, что прошло через дворец Лин Вэнь, так что нет ничего удивительного в том, что ей приходилось видеть подобное. Однако на самом деле Селянь уже и сам обо всем догадался. И все же, когда Лин Вэнь произнесла это вслух, принц крепче сжал то пронизанное светом кольцо. Лин Вэнь добавила, это огромная редкость, но столь красивая и чаще всего несущая за собой трагический исход, что впечатление от увиденного осталось довольно глубокое. Что ты имеешь в виду под трагическим исходом, если демон, которому любовь затмила разум, вручает в чужие руки то, от чего зависит его жизнь, может произойти множество печальных и страшных событий? Вся искренность оказывается выброшенной на ветер. Случалось, что дар, сделанный из праха, был бесследно утерян вместе с одаренным, временами демоны сами уничтожали его, в общем, практически каждого ждал плачевный итог. Впрочем, ваше высочество стали исключением. Вы прекрасно справились с хранением, не придерешься. После долгого молчания Селянь произнес, ты сказала схожесть между ними. Значит, генерал Байцзинь тоже был таким человеком? Лин Вэнь улыбнулась. А иначе разве мне удалось бы его обмануть? Думаю, это нельзя считать обманом. Ты же не могла не заподозрить, что слухи о божестве парчевых одежд я распустил специально, но все-таки пришла за ним. Это ведь прекрасное оружие и средство защиты. Будь это просто оружие и средство защиты, ты бы тогда не пошла на столь серьезный риск, чтобы выкрасть его. И после провала не отправилась бы с ним на гору Тунлу. Лин Вэнь безразлично ответила, разве у меня был иной выход, кроме как отправиться туда? Я уже выдала себя, вы сами,
ваше высочество, поймали меня с поличным. Вообще-то, пожелай ты придумать отговорку, чтобы все сгладить, могла бы что-то придумать. Подкупила бы пару небесных чиновников, и даже если тебя понизили бы в должности да отняли добродетели, дело не дошло бы до превращения в беглую преступницу. Но самое главное, ты хотела помочь генералу Байциню стать непревзойденным, чтобы он поскорее обрел сознание. Линвэнь усмехнулась. «Ваше высочество, не стоит говорить так, словно я ради него готова пойти на что угодно. Все же я такой человек, который не признает ни дружбы, ни родства. Разве я способна на нечто подобное? Думаешь, это так? Думаю, это так». Селянь прибрался на развалинах монастыря Хуанси на пике наследного принца и построил там простенький домишко, где планировал временно поселиться. Место располагалось довольно далеко от остальных, и если требовалась помощь, принц отправлялся во временный дворец собраний, а если помощь не требовалась, коротал время в спокойном одиночестве. По прошествии недели Му Цин, наконец, починил Жайо и принес ее принцу. Едва открыв дверь, Селянь успел заметить, как что-то белое бросилось ему в лицо, после чего перед глазами потемнело. Принц сдернул ленту с лица, а та принялась извиваться и крутиться перед ним, словно демонстрируя свое обретенное после воскрешения прекрасное тело. «Тебя только починили, так что не стоит слишком сильно кривляться. Берегись, как бы не порваться вновь». Услышав его слова, Му Цин тотчас возмутился. «Как такое возможно? Все многочисленные одеяния, что я зашивал тебе, хотя бы раз рвались снова, тут ты прав», — согласился Селянь. Схватив извивающуюся подобно водоросли Жайо, принц внимательно ее осмотрел и убедился, что сшито на славу шов был почти не виден, и похвалил: «Ты все так же искусен. Твоя похвала в данном случае нисколько меня не радует. Только в этот раз больше такого не повторится. Я не собираюсь впредь этим заниматься». Селянь подумал: «Но вид у тебя явно весьма довольный». Пробормотав пару фраз, Му Цин сказал: «Ну ладно, раз с этим я закончил, пойду. Во дворце Сюаньчжэня нужно пересчитать имущество и служащих». «Тоже уходишь?» «Хорошо, я вскоре поднимусь помочь. Как соберешься, скажи мне, я провожу». Когда они поймали Линвэнь и разобрались с недостающими цифрами, переписав несколько совершенно запутанных расчетов, небесные чиновники решили вместе заново отстроить столицу бессмертных. Так что временный дворец собраний на горе Тайцан можно было оставить. Му Цин помахал рукой, не отказавшись, но и не согласившись, сделал несколько шагов, но остановился и обернулся со словами: «Ты так и останешься на горе Тайцан?» Селянь кивнул: «Да». Поколебавшись, Му Цин предложил: «Может, все же отправишься с нами?» «Нет», — улыбнулся Селянь. «Я должен кое-кого дождаться». Можно дожидаться и в чертогах верхних небес новой столицы бессмертных, но принц покачал головой. «Я думаю, когда он вернется, то первым делом отправится сюда, и мы сразу сможем встретиться. А если не сюда, то в храм Тысячи фонарей в призрачном городе. Отсюда до призрачного города не так уж далеко, удобнее, чем спускаться из столицы бессмертных». Му Цин, похоже, долго не решался спросить, но все же проговорил со сложной палитрой чувств на лице: «Ты правда веришь, что он вернется?» Селянь, как само собой разумеющееся, ответил: «Верю, все те, кто нахлынул на гору Тайцан подобно приливу, точно так же утекли прочь, словно воды отлива». Гора вновь сделалась безлюдной и заброшенной. Давным-давно здесь рос кленовый лес, занимавший огромную территорию. Пожар спалил его дотла, но через сотни лет он возродился вновь. И хотя это были уже не те деревья, по верхушкам которых Селянь прыгал в процессе тренировок, пейзаж вышел таким же, как и в далеком прошлом. Селянь по обыкновению прогуливался по кленовому лесу в одиночестве. Горящие огненно-красным цветом клены, заполняющие собой всю округу, позволяли принцу ощущать себя в огромных теплых объятиях. Принц прожил в одиночестве более 800 лет, а оно вошло у него в привычку. В случае надобности он спускался с горы ответить на молитвы и пособирать рухлядь, а если такой нужды не возникало, оставался заниматься огородом и приготовлением пищи. Но вот что странно, такие дни в одиночестве,
когда-то очевидно ставшие для селяне обыденностью, теперь обернулись тяжким бременем, и принцу потребовалось потратить довольно много времени, чтобы привыкнуть к ним снова. Наверное, если кто-то всю жизнь ест только горькую пищу, он привыкает к горечи. Но вот однажды ему дают вкусить сладости, и позже он, помня сладкий вкус и вновь попробовав поесть горького, наверняка нахмурится. Раньше, живя в одиночестве, селянь постоянно втайне желал, чтобы кто-то пришел к нему. Поговорить или помочь, неважно, главное, чтобы ощущалось чье-то присутствие. Но теперь он относился к подобному с меньшей приязнью. Поскольку, стоило принцу услышать стук в дверь, его душа неожиданно наполнялась сумасшедшей радостью и бесконечным ожиданием. Однако, подбежав к двери и открыв ее, он каждый раз видел за ней или перед ней не того, кого ждал. Иногда это был Фэн Синь, иногда Му Цин, иногда Ши Цинсюань, иногда мертвые жители призрачного города, которые приходили выразить ему свое почтение как к старшему. Все относились к принцу очень хорошо. Но они были не тем, кого ждал принц. Первый месяц селянь принес на гору несколько цветущих деревьев и посадил у входа в дом, планируя тем самым украсить обстановку и скрыть бедность ветхого жилища. Принц подумал, что, возможно, когда Хуачен вернется, они как раз зацветут. На второй месяц селянь разобрал свой домишко и выстроил заново, а также выдрал с корнем все сорные травы на горе. Иначе Хуачен, увидев по возвращении столь ужасную картину, наверняка отправит кого-нибудь помочь прибраться. На третий месяц деревья зацвели. Ветви их были усыпаны ярко-красными цветками, селянь стоял под деревом и смотрел вверх, в одиночестве любуясь цветением, и при этом думая, вот и цветы распустились. Должно быть, уже настала пора ему вернуться. На четвертый месяц принц починил все дороги, ведущие на гору. Так Хуачен, когда вернется, сможет быстрее подняться сюда. На пятый месяц Фэн Синь и Му Цин пришли проведать его, спросили, не желает ли он покинуть свое жилище и прогуляться, но селянь пригласил их вместе отобедать, и они сбежали. На шестой месяц сезон цветения деревьев прошел. Он все ждал и ждал, ждал и ждал. Селянь не спешил, не терял самообладания, не лил горькие слезы, напротив, чем дальше, тем спокойнее и терпеливее он себя чувствовал. Ведь если подумать, кто в этой жизни не проводил долгое время в полном одиночестве, Хуачен ждал его больше 800 лет, что с того, если принцу придется подождать Хуачена столько же, пусть даже 1000, 10 тысяч лет, он все равно будет ждать, будет все время ждать. Что уж говорить про всего-то 1 год, в тот день селянь по обыкновению собрал большую гору рухляди, погрузил ее в купленную на заработанные деньги телегу, запряженную быком, и отправился на гору. Проезжая через кленовый лес, на середине пути селянь невзначай обернулся и увидел, как в тихом ночном небе парит несколько сияющих точек. Приглядевшись внимательнее, принц заметил, что это фонари негасимого света. Тогда его посетило осознание, и он произнес, обращаясь сам к себе, «Ах, значит, сегодня праздник фонарей». Должно быть, прямо в этот момент небесные чиновники в чертогах верхних небес опять устроили состязание фонарей на перу в честь праздника. Селянь, не в силах удержаться, потянул за поводья, остановил телегу и бездумно уставился на летящие ввысь фонарики. Он вдруг вспомнил, что они с Хуаченом впервые встретились именно на праздник фонарей. То был год, когда маленький мальчик с вымазанным грязью и покрытым ранами лицом стоял на городской стене среди волнующейся толпы и смотрел вниз, а 17-летний наследный принц Синьлэ, селянь, с головы до пят излучающий свет, подняв голову и увидев падающую с высоты фигурку, не задумываясь, совершил прыжок. В день торжества на праздник фонарей, на улице Шинью. Прыжок и мимолетный взгляд на сотни лет его пленили. Селянь с улыбкой подумал, а ведь в итоге плененным оказался не он один. Отвернувшись и опустив голову, селянь приготовился продолжить путь в гору. Телега со скрипом протащилась еще отрезок пути, как вдруг дорогу впереди будто бы чем-то озарило. Селянь вновь поднял голову и округлил глаза. Это сияние было светом фонарей.
Подобно множеству рыбешек, переплывающих море, в небеса с вершины горы медленно поднимались бесчисленные сияющие фонарики. Они поблескивали в темноте ночи, сверкающие ярким светом, похожие на воспаряющие ввысь души или чьи-то прекрасные мечты, несравнимо впечатляющие, озаряющие принцу путь. Селяню приходилось видеть подобную картину, а когда она вновь явилась его взору, дыхание и сердцебиение принца едва не прекратились. Колеса телеги на извилистой горной тропе сделали поворот, и Селянь увидел, что возле построенной им ветхой лачуги кто-то есть. Перед покосившимся низеньким домиком стоял человек в красном одеянии, высокий и стройный, с висящей на поясе серебряной изогнутой саблей. Спиной к дороге он как раз поднимал к небу последний фонарь негасимого света, провожая его в плавный полет. Селянь застыл, сидя на телеге, даже заподозрил, что все это происходит с ним во сне или же внутри иллюзии. Но колеса телеги подвозили принца все ближе, человек тот повернулся, и Селянь смог разглядеть его отчетливее. На фоне 3000 фонарей, поднимающихся в долгую ночь, он стоял, обернувшись, и смотрел на принца. Наряд краснее клена, кожа белее снега, исключительно прекрасное лицо, столь ослепительное, что невозможно долго смотреть в упор, все тот же неудержимый нрав, неугасимый, но гордый. И невзирая на черную повязку, один яркий словно звезда глаз все же неотрывно и пристально смотрел на принца. Селянь едва не кувырком спрыгнул с телеги. Не говоря ни слова, они направились друг к другу навстречу. Шаг, еще шаг, быстрее и быстрее, а затем принц и вовсе помчался бегом. Он бежал, а слезы оставались позади, за его спиной. Сердце Селяня говорило, он верил. Верил, что этот человек снова и снова умрет за него, но снова и снова ради него возродится. Даже упав на дно преисподней, лишь ради его верю, он прорвется сквозь беспрерывные страдания. В прошлый раз им понадобилось 800 лет, чтобы домчаться друг до друга. Теперь же от объятия отделяло лишь мгновение.